Привет, ребята! Давайте поговорим, чего ты можешь добиться. А что, если в этой жизни ты можешь добиться всего, о чем когда-либо мечтал, но не делал и даже не пытался, потому что не рискнул? Тебе повезло, мое видео нашло тебя как раз вовремя, чтобы ты начал действовать, ведь то, кем ты являешься, определяется твоими поступками. Я хочу, чтобы ты поднялся на такой уровень, где тебе придется заново представить себя, но я должна тебя предупредить. Как только ты станешь этой новой идеальной версией себя, у тебя не будет права на ошибки, и ты не сможешь позволить себе вернуться к своему старому. Так что не будем терять время, перейду сразу к делу. Вам нужно работать, усердно работать, спокойно и незаметно, и воплотишь в жизнь все, о чем мечтал. Ты поразишь всех, ты удивишь даже самого себя, потому что ты этого заслуживаешь. По сути, тебе нужно будет держаться в тени какое-то время. Ты выделишь время в эти 3 месяца, чтобы работать над собой. Я имею в виду действительно работать над собой, что неизбежно приведет к успеху. А затем ты вернешься совершенно другим человеком, и тебя не будет узнавать, а пока ты растешь в тишине. Пусть люди говорят, что хотят, пусть они гадают и думают, чем ты занимаешься, ведь у них нет ни малейшего представления о твоих планах, и, честно говоря, это к лучшему. Тебе не нужны чужие мнения, сомнения или вопросы, как говорится, именно о том, как застать врага врасплох, чтобы выиграть войну, потому что ты не раскрываешь свои планы, держишь это при себе. Я не знаю твою жизнь, но давай представим, что твой враг мешает твоему пути к самосовершенству. Не рассказывай никому свои планы и держись в тени, чтобы затем поразить словно молния и выйти победителем. Я расскажу тебе о планах, которые я использовала, чтобы выбраться с самого дна, достичь успеха, стать лучшей версией себя. В прошлом году я превратилась из полного хаоса, когда была на самом дне, в очень дисциплинированного и продуктивного человека всего за несколько месяцев. Но я была на самом дне, то есть ложилась спать утром, просыпалась в 4 дня, я без конца смотрела ТикТок, Инстаграм, ела дневную еду и, по сути, просто тратила свое время и свою жизнь впустую. Это был абсолютно неприемлемый образ жизни для меня. Я поняла, что нужно что-то менять. Если кто-то называл меня странным, нелепым или неприятным, знай, эти люди не имеют никакого значения, они точно не заслуживают твоего внимания и энергии и будут продолжать тебя принижать, что бы ты ни делал. И если ты сам описываешь себя такими словами, начни относиться к себе добрее. Попробуй взглянуть это с позитивной стороны. Например, да, я могу быть веселой. Со мной легко общаться, и людям комфортно рядом со мной. Или да, у меня много энергии, и я душа компании. Или даже я могу быть стеснительной, но я очень наблюдательной и осознанной. Я думаю, что, обретя уверенность через свое обновление и научившись чувствовать себя комфортно в своем теле, ты станешь более позитивным и менее серьезным человеком. Это то, что действительно помогло мне подняться на новый уровень. Если ты чувствуешь себя комфортно, люди это точно заметят и оценят твое обновление. Итак, начнем с самого важного момента. Это ключ к тому, чтобы чувствовать себя уверенно в жизни во всем, что ты делаешь. Тебе даже не нужно полностью менять, достаточно просто расширить свой текущий образ. Все зависит от того, кем ты хочешь стать.
Прими те вещи, которые не можешь изменить, но всегда стремись к лучшему. Это как у Apple. Сначала они продавали компьютеры, потом добавили смартфоны, затем планшеты, часы, искусственный интеллект и так далее. Им не нужно полностью менять свою сущность, чтобы продавать новые продукты. Они все еще Apple. Они сохраняют свой бренд, идентичность, но при этом расширяют. Они создают свою собственную вселенную. Создай и ты свою собственную вселенную. Стань своей идеальной версией и задумайся, как это выглядит. Затем представь это в мельчайших деталях. Вся твоя реальность зависит от того, на мгновение отвлекись от своего текущего трехмерного мира, потому что это идеальный мир, который ты собираешься создать для себя. Твое восприятие жизни – это проекция твоего представления о себе. Поэтому сделай его по-настоящему вдохновляющим, а затем забудь, пока мы отложим это на потом. Сосредоточься сначала на изменении своих убеждений, начиная с самых глубинных частей себя. Люди, которые слишком сосредоточены на постоянных действиях, они не понимают, что система убеждений гораздо важнее, чем действие, потому что это то, как ты воспринимаешь. Твоя жизнь целиком зависит от этого. Как только твои убеждения изменятся, ты почувствуешь, что больше ничего не нужно делать, ведь ты воспринимаешь все через призму представления о себе, которое сам создал. Ключевое слово здесь «быть» всегда сводится к тому, кем ты являешься в конце концов. Все в жизни – это просто история, которую ты сам выбрал прожить, и ты источник этой истории. Ты автор своей собственной истории. Отнесись к этому максимально серьезно. Это твоя жизнь. Быть или не быть. Это поможет тебе легче принимать лживых слов или сплетен на тебе, когда ты поймешь, что ты являешься источником, и все зависит от формирования твоей идентичности. Только ты знаешь правду о себе, ты и твоя реальность. Это результат того, что ты принял за правду. Как только твои убеждения станут непоколебимыми, все остальное придет само собой. Не жди, пока реальность сама реализует. Когда ты возьмешь инициативу в свои руки, пойми, вся твоя жизнь – это проекция твоего представления о себе, это фундаментальные убеждения, с которыми ты взаимодействуешь каждый день. То есть то, как ты видишь мир, и становится твоей жизнью, когда один из аспектов твоего представления о себе меняется, твоя реальность тоже меняется. И меняется сразу потому, что твое восприятие вокруг тоже изменится. Например, неуверенный человек воспринимает все с позиции неуверенности, и это порождает еще больше неуверенности. И поскольку они так себя видят, их предположения и мысли будут формироваться соответственно. И поскольку они не уверены, они будут говорить то, что свойственно неуверенному человеку, и будут делать то, что делает неуверенный человек. Например, я не думаю, что этот человек заслуживает успеха. Они постоянно будут принижать себя и окружающих. Это конечный результат того, чтобы быть неуверенным человеком. Если он изменится и перестанет постоянно мешать самому себе, то он перестанет зацикливаться на том, заслуживают ли другие успех, или на том, достойны ли они лучших отношений. Это всего лишь примеры, но ты видишь это повсюду. Среди людей, которых знаешь,
Измени свое представление о себе, и твои взгляды на все автоматически поменяются. Ты ничего не получаешь от своей нынешней физической реальности. Ты постоянно создаешь ее в реальном времени, своими чувствами, каждой мыслью, каждым убеждением и тем, как ты себя ощущаешь. Но я должна сказать тебе кое-что, что ты можешь чувствовать. То, что чувствуешь, но тебе не обязательно принимать это за истину. Шокирует правда, я больше не слушаю свои чувства, если я знаю, что моя реальность – это то, что я приняла за истину. Тогда мне стоит сосредоточиться только на том, чего я хочу достичь, и принимать это за истину. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, свои мнения. До скорой встречи!